Приветствую всех! Вы на канале Школы Вязания. С вами Катерина Мушин. Предлагаю вам сегодня связать хит этого сезона. Вот такую очаровательную шапочку с спицами. Называется такая шапочка Айлин. Смотрите, встретить ее можно в интернете, в онлайн-магазинах. Вот в разных цветах. Очень красиво выглядит макушечка, видите? Высокая такая. Так. Вот в синем варианте я ее попробовала повторить, потому что я их схем не видела, подбирала все по фотографии. Итак, вязать данную шапку мы будем из пряжи Merino Soft. Так, это у меня итальянский меринос, 50 грамм, 125 метров. Значит, любой другой меринос или шерсть, полушерсть вам подойдет с примерно такой же толщиной. Значит, в 100 граммах это 250 метров. Там не должно быть конкретно 250. Вот это то, что 220, 240, 280 тоже вам все подойдет. Примерно такая же толщина. Так, и спицы. Так, 3,25 миллиметров, если вы вяжете свободно, и 3,5, если вяжете очень плотно. Значит, сколько всего грамм, перемотайте в конце видео, мы ее взвесим. Сейчас могу сказать, что вот 3 моточка, видите, это от 3-го моточка, что осталось. Значит, у нас смысл такой, вот вся шапочка с отворотом вяжется, конечно же. Резиночкой 2 на 2 мы вяжем и начинаем вот прибавление по центру и убавки по сторонам. Таким образом получается как бы зигзаг. Зигзаг у нас вытягивает немножко шапочку в высоту, поэтому первые 2 прибавки я выполнила, не делая убавлений. Но это компенсировалось. В конце у нас последнее убавление уже без прибавок. Ну и очень много убавлений в процессе тоже будет. Значит, перед и спинка абсолютно одинаковые. Также предлагаю вам связать так, чтобы была очень красивая изнанка. Вот изнанка моей шапочки. Вот видите, так выглядит центр. Вот. И вот так в сторону. Видите, все у нас красиво, равномерно. Мы будем именно вязать схемку так, чтобы красиво было и с лицевой, и с изнаночной стороны. По размерах, значит, шапку я связала на классическую голову, это окружность головы 56 сантиметров, вот, она хорошо тянется, но на окружности 58 она будет уже слишком в натяжку, то есть она будет на 58, кто любит вот такую шапочку резинкой, что хорошо натянута, тому подходит. Я такие не люблю, я вообще люблю, чтобы шапочка была такая свободненькая, поэтому у меня здесь набиралось 120 петель, это вот 54-56, правильно писать, размер головы. Кому нужно больше, добавляйте 8 петель. Кому меньше, 8 забираете. Значит, начало ряда нужно проектировать так, чтобы в центре у нас было 2 лицевые. Если вы набрали количество петель кратно 16, вот любое число, например, 128 петель вы набрали, кратно 16, вы резинку начинаете 1 лицевая, 2 изнаночных, лицевая. Все, и так вяжете. Тогда у вас по центру будет 2 лицевые. Если не кратно 16, но кратно 8 обязательно набираем, например, это 120 петель, то резинку начинаем с 1 изнаночной, 2 лицевые, 1 изнаночная. И по центру снова будет 2 лицевые петли. То есть сразу, когда вы вот начинаете себе вот это все вязать, пересчитайте, чтобы у вас резиночка так начиналась, чтобы вот вон не центральные петельки. Видите, то есть я сразу же начинаю вязать с лицевой стороны. Вот, видите? Затем свой отворот отвязала. Здесь у меня ряд просто лицевыми петлями. Еще немножко резиночки, и тогда начала проектировать узор. Также я вот здесь использовала итальянский наборный край. Вот. Мне так больше понравилось, так аккуратнее, красивее. Я просто знаю, что очень много мне в комментариях сразу спросят, можно ли набирать обычным способом. Можно. У вас получится тогда вот такой край. Вот. Похожая шапочка. Сейчас вяжу, видите, вот такой. Ну, я так сложу, чтобы было на фоне этой же шапочки. Вот видите разницу? Вот будет такой край, и здесь
вот так край. То есть можно, ну, конечно, этот красивее, но не настолько, чтобы, если вы там не умеете или вам тяжело итальянским способом набора набирать, чтобы вы этим сильно очень заморачивались или вообще отложили шапочку, потому что не тот способ набора. Но если же все же я же даю вам мастер-класс, правильно? Так что рекомендую поучиться и набрать итальянским способом набора, чтобы получить идеальный вариант своей шапочки. Приступаем. Хвостик оставляем примерно чуть больше метра. Берем маленькие спицы 2,75 мм. Так. Спицу заводим вот так под нить, поворачиваем. Это первая петля. Дальше завести спицу под нить от указательного пальца, подхватить нить от большого пальца. Вторая петля. Завести спицу под нить от большого пальца, подхватить нить от указательного пальца. Третья петля. И так чередуйте. 4, 5, 6, 7, 8. Всего мы таким образом должны набрать 120 петель, плюс одну петельку для соединения в круг. 119 петлю набираю и 120. 120 петель я набрала для своего размера, плюс одну дополнительную петлю набираем классическим способом. Так, теперь будем вязать 2 ряда после такого наборного края. Первый ряд. Крайнюю петельку снимаем. Теперь смотрите, те петли, что повернуты правыми стеночками назад, будут у нас лицевыми. Провязываем их лицевой за заднюю стенку. Те, что повернуты правой стенкой к нам, будут изнаночными. Снимаем с нитью перед вязанием. Лицевая за заднюю стенку, снять петлю, нить перед вязанием. Лицевая за заднюю стенку, петлю снимаем, нить перед вязанием. И так все петельки. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем до конца нашего ряда. Одна лицевая нить перед вязанием, снимаем петлю, предпоследнюю провязываем лицевой и последнюю снимаем с нитью перед вязанием. Так, это первый ряд, работу поворачиваем, второй ряд. Теперь все, что мы снимали в прошлом ряду, мы теперь провязываем. Вот первую провязываем, там она снималась как изнаночная, здесь, значит, провязывается лицевой. Вот начинаю, одна лицевая. Дальше те, что мы с той стороны провязывали лицевыми, с этой стороны мы снимаем как изнаночные. Повторяем, одна лицевая, обратите внимание уже за переднюю стенку, одна изнаночная снимается с нитью перед вязанием. Лицевую провязываем за переднюю стенку, изнаночную снимаем нить перед вязанием. Одна лицевая, снять петлю, одна лицевая, снять петлю. И так все петельки до конца нашего второго ряда. Так, нить перед вязанием снять петлю, лицевая, предпоследнюю снимаем, а последнюю будем провязывать лицевой вместе с первой петлей. Это потому, что мы же должны вязать по кругу, так, и это у нас дополнительная петля. Значит, вот я распределяю петельки по длине круговых спиц. Вот так. И следующие 2 петельки провязываю вместе лицевой. Вот. Готово. Теперь смотрите, если вы вяжете без отворота, то вот это у вас будет лицевая сторона. Продолжайте так вязать. Если с отворотом, то последнюю петлю возвращаем и работу поворачиваем. Вот. Значит, всего у нас резинка получается 1 на 1. Резинка и с одной лицевой, и одной изнаночной. Нам из нее нужно сделать резиночку 2 на 2. Но начинаться эта резинка должна из одной изнаночной, так чтобы у нас начало ряда было между 2 изнаночными петлями. Так, значит, смотрим. Вот это одна изнаночная, есть, так что снята. Здесь у нас и будет начало ряда. Так, вот перед ней поставлю маркер. То есть у нас как будто одна изнаночная, так, здесь 2 вместе лицевой, здесь изнаночная. Дальше следующую провязываю лицевой. Дальше нам нужно, чтобы следующая тоже была лицевой, поэтому мы 2 петельки между собой меняем местами. Правую спицу спереди я ввожу во вторую петельку, 2 петли снимаю, перехватываю первую за вязанием, возвращаю вторую перед вязанием и провязываю 1 лицевая и следующая 1 изнаночная. Вот так, видите, 2 лицевые подряд. Дальше, следующие изнаночные провязываем изнаночные, то есть у нас 2 изнаночных подряд, 1 лицевая
И меняем снова 2 петли местами. Я спереди ввожу спицу во вторую петельку, меняю местами так, чтобы первая была за вязанием, вторая перед вязанием. Провязываю их как одна лицевая, одна изнаночная. Это раппорт рисунка. Повторяем. Изнаночная, лицевая. Перекрестить 2 петельки между собой с уклоном вправо. Провязать их как лицевая и изнаночная. Смотрите. Начиная с одной изнаночной петли, дальше резинка. 2 лицевые, 2 изнаночных. 2 лицевые, 2 изнаночных. 2 лицевые. Дальше сейчас буду вязать. Получится 2 изнаночные. Значит, повторяем. Изнаночная, лицевая. Перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Провязываем петли как лицевая и изнаночная. Снова изнаночная, лицевая. Перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Провязываем петельки как одна лицевая, одна изнаночная. И так по кругу до конца ряда. Так, довязываю изнаночную, лицевая и перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. 2 петли меняем местами, вторая перед вязанием, провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот, довязали. Значит, теперь у нас резиночка, видите, 2 на 2. Здесь она не очень красивая, она красивее с этой стороны, но у нас будет отворот, так, то есть красивой стороной будет в лицо. Так, дальше я меняю спицы. На спицы покрупнее, 3,25 мм беру. И начинаю вязать резинкой 2 на 2. Начинаем и с одной изнаночной и заканчиваем ею же. То есть изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Повторяем. Изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Продолжайте вязать изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная по кругу до конца ряда. Как видите, получается резинка 2 на 2. Вот 2 изнаночные, 2 лицевые. Обязательно заканчивается у нас 1 изнаночной петлей. Вот. Так, растянуть уже на новых спицах. Ставим маркер начала ряда. Продолжаем вязать резиночкой 2 на 2. Изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Таким образом чередуются 2 лицевые и 2 изнаночных петельки. И так по кругу вяжем резинкой. Я провязала примерно 32 ряда у самой резинки 2 на 2. Значит, общую высоту старайтесь мерить по возможности в слегка растянутом виде. Вот наши 8 сантиметров в слегка растянутом виде. Вам не видно? Вот 8 сантиметров. Так, дальше мы будем делать фиксацию нашего отворота. Для этого все петельки я по кругу провяжу один ряд лицевыми петлями. Так, и то, что изнаночная первая, и остальные вот вяжем лицевыми. Вот следующие 2 лицевые. Лицевые. Все петли абсолютно в этом ряду выполняются лицевыми. Довязываю ряд лицевыми. Переснять маркер. Дальше продолжаем вязать резинкой. 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Все как ранее. Изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Вот. И так дальше по кругу. Так, провязала я 8 рядов после ряда с отворотом. Вот. Дальше буду вязать по схеме. Итак, нам нужно разделить наше вязание. Здесь, где начало ряда, это будет боковая сторона шапочки. То есть вот так шапочка, перед спинка, 2 боковых стороны. То есть с другой стороны мы будем ставить тоже розовый маркер. Я так чуть бледнее возьму, для того, чтобы мы отличали, что здесь начало ряда. И 2 маркера по центру. Ну, каких-то принципиально другого цвета. Давайте 2 салатовых маркера. Так, значит, если у нас всего 120 петель, делим работу на 4 ровных части, это по 30 петель. Итак, отсчитываем 30 петелек. Вот, с изнаночной начинаем. Значит, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Смотрите, у меня центральная петелька между 2 лицевыми. Это обязательно. Если у вас так не получается,
перетасуйте вот здесь начало ряда так, чтобы центральная петля была именно между двумя лицевыми. Дальше, следующие 30 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30. Боковая петля, так же как и от начала ряда, между двумя изнаночными. Это не обязательно. Боковые могут быть между двумя лицевыми, это ничего страшного. Так, и центральная петелька спинки. Так, отсчитываем 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30. Снова видите, центральная петелька между двумя лицевыми. Так, значит, мы будем вязать зигзагом фактически, да, возле маркеров боковых убавляя петли, возле центральных прибавляя петли. Но так как зигзаг вытягивает нам узор в высоту и забирает ее отсюда, у нас получается забирается ширина, но вытягивается высота. Поэтому первые 8 рядов мы будем делать прибавление, но не будем делать убавку. Первый ряд схемы вяжем изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Фактически вяжем резиночкой 2 на 2, чередуя 2 лицевые, 2 изнаночных петли до последних 2 петель перед маркером. 2 петли осталось перед маркером, я делаю прибавку. Итак, смотрите, у меня 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная. Прибавляю я еще 1 изнаночную, это не в счет. Прибавляю изнаночную петлю с уклоном вправо. Для этого правой спицей подхватываю ниточку из протяжки, одеваю на левую спицу, нить перед вязанием, провязываю петлю изнаночной за заднюю стеночку. Вот так. Это прибавленная петля. Дальше 4 петли по рисунку. Изнаночная, лицевая, переснять маркер, лицевая и изнаночная. С другой стороны все всегда зеркально симметрично. И здесь мы будем тоже делать прибавку. Только прибавку изнаночной петли с уклоном влево. Если прибавляется петля влево изнаночная, то мы левой спицей подхватываем ниточку из протяжки. Правая стенка находится сзади, левая спереди. Провязываем петельку изнаночной за переднюю стеночку. Вот. И довязываем по рисунку изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые и так дальше. Здесь мы вяжем все по рисунку, ничего не забирая, ничего не прибавляя. Здесь повторяем прибавки с каждой стороны также. За 2 петли до маркера прибавка вправо, 2 петли после прибавка влево. Это первый ряд. Я прибавила за первый ряд 4 петельки. 1, 2 и здесь вот 3, 4. Все четные ряды петли просто вяжем по рисунку. Так как они выглядят. В основном это будет резинка. Так, изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые и так далее. И только по центру, возле каждой стороны центральных петель у нас, видите, по-другому будет. То есть здесь 2 лицевые, вместо 2 изнаночных 3 изнаночные. 1, 2, 3. 1 лицевая, переснять маркер, 1 лицевая. 3 изнаночных и так дальше. 2 лицевые, 2 изнаночных. То же самое вяжется возле этого второго маркера. Следующий третий ряд прибавляем по одной петли с каждой стороны 2 центральных маркеров, не делая прибавки по сторонам. Итак, вяжем резиночкой изнаночные, 2 лицевые, изнаночные до последних 2 петель снова перед маркером. Так, перед маркером, смотрите, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, 2 петли осталось перед маркером. Значит, у нас по рисунку должна быть следующая лицевая. Прибавляем лицевую с уклоном вправо. Если прибавляем лицевую с уклоном вправо, то левой спицей подхватываем. То есть изнаночную вправо подхватывали вот так, петельку правой спицей, а лицевую с уклоном вправо вот так, левой спицей подхватили. Правая стенка находится сзади, левая спереди. Провязываю лицевой за переднюю стенку. Видите, пошел уклон вправо. От маркера должен быть уклон. 4 петли по рисунку. Изнаночная, лицевая, переснять маркер, лицевая и изнаночная. Так,
другой стороны выполняем прибавку с уклоном влево. Если изнаночная с уклоном влево, поднимается вот так петелька. Если лицевая, то правой спицей. Вот, подняли, одели на левую спицу. Правая стенка находится спереди, левая сзади. То есть мы провязываем за заднюю стенку. Видите, прибавка с уклоном влево. Так, вяжем дальше по рисунку. 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. Все по рисунку. Здесь видите абсолютно ровненький узор. И здесь повторяем прибавки. Лицевая вправо, 4 петли по рисунку, лицевая влево. Довязываем тогда резинкой. Все четные ряды снова по рисунку. То есть начинаем из резинки. Вот лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. И только по центру, смотрите, 2 лицевые, 2 изнаночных, затем 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая. Вот видите? И дальше по рисунку 2 изнаночных, 2 лицевых и так дальше. Вот. Дальше я вам четные ряды сразу отсюда буду показывать, хорошо? Да и нечетные тоже. Здесь понятно, все резиночкой, без изменений. Первые 8 рядов у нас изменения только по центру переда и по центру спинки. Так, следующий 5 ряд. Начинаем вязать резинкой. Изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Всего резинкой нужно довязать до последних 2 петель. Вот тут еще 1 изнаночная, 1 лицевая. Так, какую петлю прибавляем? Проверяете. 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 1 лицевая. То есть прибавить мы должны вторую лицевую с уклоном вправо. Лицевая вправо, значит подхватываем левой спицей петельку с протяжки. Провязываем лицевой за переднюю стеночку. 4 петли по рисунку, изнаночные, 2 лицевые, лицевая, переснять маркер лицевая и изнаночная. С другой стороны тоже у нас, видите, только 1 лицевая, мы прибавляем лицевую с уклоном влево. Правой спицей подхватываем ниточку из протяжки, одеваем на левую спицу и сразу провязываем лицевое за заднюю стенку. Вот прибавленная петля влево. Довязываем лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. Здесь ничего, а здесь повторяем по 1 петле прибавляя. В 6 ряду все петли вяжем по рисунку. Вот я по рисунку начала. Это изнаночные, 2 лицевые, изнаночные сначала повторяем. Затем изнаночные, то есть 2 лицевые, 2 изнаночных подряд, да? 2 лицевые здесь и 1 изнаночная. Вот. Затем 2 лицевые, с другой стороны тоже 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных. Вот так. По рисунку вы вяжете до конца ряда весь наш 6 ряд. Так, следующий наш 7 ряд вяжем по рисунку резинки. Изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Так, до последних 2 петель нам нужно довязать. Это еще 1 изнаночная, то есть 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. И у нас здесь вот 1 только изнаночная. То есть прибавить мы должны изнаночную петлю. Прибавляем изнаночную с уклоном вправо. Помним, если это изнаночная, то правой стеночкой. В какую сторону прибавляете, такой спицей и поднимаем петельку. Вот, одели на левую спицу, нить перед вязанием. Провязываем петлю изнаночной за заднюю стенку. Дальше изнаночная, лицевая, переснять маркер лицевая, изнаночная. Теперь прибавляем изнаночную петлю с уклоном влево. Значит, вот так всегда сзади наперед. И левой спицей тоже вот так мы подхватываем сзади наперед. И провязываем изнаночной за переднюю стенку. Это прибавка изнаночной с уклоном влево. Так, довязываем 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. Повторить прибавление с другой стороны. Так, и 8 ряд вяжем все петельки по рисунку. Значит, изнаночные, 2 лицевые. Теперь смотрите, здесь полностью сохраняется рисунок. 2 изнаночных. Видите? 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. То есть так как мы прибавили в каждую сторону по 4 петельки, у нас рисунок полностью сохраняется. То же самое с другой стороны. Вот 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые,
Это наш 8-й ряд. Вот. То же самое с другой стороны у нас. Вот. Значит, провязали мы с вами 8 рядов, только прибавляя петли. Теперь эти 8 рядов нам нужно повторить еще один раз. Я им уже не показываю. Быстренько сами прибавляем с каждой стороны каждого маркера по одной петельке в каждом нечетном ряду. Так, значит, вот я повторила еще раз с 1 по 8 ряды. Видите? Раз, 4 петельки. Изнаночная, 2 лицевые, изнаночная прибавленная. Второй раз 4 петельки. Изнаночная, 2 лицевые, изнаночная прибавленная. Пока я ничего не убавляла. То есть теперь у нас в каждую сторону от маркера прибавлено по 8 петель. 8 на 4 это всего я прибавила 32 петли. Всего на спицах 152 петли получила. Значит, смотрите, эти прибавки нужны для того, так как у нас будет узор зигзаг, который, как вы знаете, вытягивается в высоту, из-за чего забирает ширину. Поэтому, чтобы не было слишком узкая ваша шапочка, в итоге вы вот эти 16 петель в каждую сторону, так, наперед 16, 16 на спинку или 32 всего, должны прибавить. Дальше мы будем продолжать эти же прибавки, но вместе с ними убавление. Так, у нас начинается вот с изнаночной, 2 лицевые, изнаночные. Убавку мы будем делать на дорожках с изнаночных петель. Только не трогать вот эту крайнюю. Крайнюю ни в коем случае мы не трогаем. Значит, я беру 4 маркера и от крайней отсчитываю 4 петельки. 2, 4 в одну сторону. Голубенькие маркеры — это маркеры, где будут убавления. Так, и 4 в другую сторону. 2, 4. Если у вас количество петель такое, что вы начинали из лицевой, то есть лицевая, 2 изнаночных, лицевая, то вы отпускаете на 2 петельки. На 2 петельки как раз, чтобы между изнаночными поставить маркер. Вот в одной. И то же самое с другой стороны. Приступаем. Следующий ряд. Вяжем изнаночная, 2 лицевые, изнаночные. Вот. До маркера провязали без убавлений и прибавлений. Переснять маркер. После маркера у нас всегда будет 2 вместе изнаночные. Вот 2 вместе изнаночной петлей. Изнаночная петля забирает следующую. Дальше по рисунку лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. По рисунку вяжем до последних 2 петель перед нашим центральным маркером. Так, здесь все так же. Вот одну изнаночную провязываем, 2 петли осталось перед маркером, вторую изнаночную вправо прибавляем. Прибавки все так же. В первом ряду изнаночная, в третьем, в пятом лицевая, в седьмом изнаночная, если считать по 8 рядов. Да? Затем 4 петли по рисунку, изнаночная, лицевая, переснять маркер, лицевая, изнаночная. С другой стороны прибавляем изнаночную с уклоном влево. Левой спицей подхватываем ниточку из протяжки и изнаночной провязываем за переднюю стеночку. Так, снова вяжем по рисунку. Изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше до последних 2 петель перед синим маркером. Так, 2 петельки вот осталось. Тоже убавляем 2 вместе изнаночные, но нам нужно с уклоном вправо. Для этого, смотрите, мы переснимаем 2 петли, поворачивая их правыми стеночками назад. Возвращаем обратно на левую спицу, нить переводим перед вязанием и уже за задние стенки слева направо 2 петельки провязываем вместе изнаночной петлей. Еще раз. Вот раз, два, 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку. Вот так. С этой стороны у вас будет красивая убавка с уклоном влево. Здесь 2 вместе изнаночные с уклоном вправо, соответственно. Переснять маркер и довязываем и изнаночные, 2 лицевые и изнаночные. Так, до розового маркера.
Теперь вот это все повторяете еще один раз. Значит, я и этот маркер вот так на несколько рядочков ниже поставлю, так как возле них нету никаких действий. Между синенькими маркерами, как видите, у нас ровненько, без убавок. А вот после синего маркера уже 2 вместе изнаночной. Не забывайте, здесь прибавка, здесь 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Так, вот конец вязания. Переснимаем 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, нить перед вязанием, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Хотела просто вам еще раз это показать, эту убавку. Переснять маркер и довязывайте изнаночные, 2 лицевые и изнаночные. Значит, по схеме это 17 ряд, да? Вот 17 ряд. Следующий 18 ряд, как все четные ряды, мы вяжем по рисунку. Так, изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, переснять маркер, изнаночные. Здесь только 1 лицевая. Продолжаю вязать по рисунку, чередуя 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. По центру 2 лицевые, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевые, снова 3 изнаночных и так дальше, 2 лицевые, 2 изнаночных. Перед синим маркером вот 2 лицевые, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных и довязывайте 2 лицевые, изнаночные, и это все повторяйте с другой стороны, то есть лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Это 18 ряд. Следующий 19 ряд, снова убавляем петлю, убавляем, здесь прибавляем. Итак, начинаем по рисунку до синего маркера. Изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Переснять маркер, 2 вместе изнаночные, провязываем. Это мы забрали вторую лицевую петлю, видите? Дальше еще 2 изнаночных, 1 и 2. 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, и так до центрального маркера. Так, затем здесь вот 2 изнаночных. За 2 петли до зеленого маркера прибавляем петельку лицевую с уклоном вправо. Значит, левой спицей подхватываем ниточку из протяжки и лицевой провязать за переднюю стеночку. 4 петли по рисунку, изнаночные, 2 лицевые и изнаночные. Прибавляем лицевую петлю с уклоном влево, правой спицей подхватываем и лицевой провязываем за заднюю стеночку. Продолжаем вязать по рисунку, 2 изнаночные, 2 лицевые и так дальше до последних 2 петель перед синим маркером. Так, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 петли осталось до маркера. Убавку делаем с уклоном вправо. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно. Нить перед вязанием слева направо 2 вместе изнаночные за задние стеночки. Вот так. Забрали мы здесь лицевую петлю. Переснять маркер, еще 4 петельки по рисунку. Вот так, видите? Вот это все повторяйте еще один раз. Так, 20 ряд вяжем по рисунку. Изнаночные, 2 лицевые, а здесь будет 4 изнаночных подряд. 1 до маркера и 3 после. Вот 2, 3 и 4. 4 изнаночных подряд, мы так их провязываем. Дальше чередуем 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных. Так, по центру у нас 2 лицевые, 2 изнаночных, дальше 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных. Продолжаем дальше 2 лицевые, 2 изнаночных. Здесь в конце у нас тоже 2 лицевые и 4 подряд изнаночных. 1, 2, 3 до маркера и 4 после маркера. Так, 2 лицевые, изнаночные.
И это все вот повторяем еще один раз. Так, следующий 21 ряд. Резинка изнаночная, 2 лицевые, изнаночная до маркера. Переснять маркер. Теперь мы убавляем изнаночную петлю. Вот 2 вместе и изнаночной. Стянули. 1 изнаночная ушла. Так, изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных. Продолжайте вязать до последних 2 петель перед центральным маркером. Так, по центру у нас, видите, 2 лицевые, 2 изнаночных, 1 лицевая. Значит, прибавляем лицевую с уклоном вправо. Левой спицей подхватываем и лицевой провязываем за переднюю стеночку. Вот так. Изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Здесь прибавка лицевой с уклоном влево. Значит, правой спицей подхватить ниточку из протяжки и лицевой провязать за заднюю стеночку. Лицевая, 2 изнаночных. Повторяем до последних 2 петель перед голубеньким маркером. Так, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночные вправо. Переснять 2 петли, поверну правыми стеночками назад, вернуть обратно и за заднюю стенку провязать вместе изнаночной петлей. Так, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная после маркера. Теперь вот это все повторяем еще один раз. Так, следующий 22 ряд вяжем по рисунку. Значит, изнаночные, 2 лицевые. Здесь осталось 3 изнаночных, 1 до маркера и 2 после. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночных. Повторяем. Так, довязываем здесь 2 лицевые, 2 изнаночных. По центру 2 лицевые, 1 изнаночная. Снова 2 лицевые, 1 изнаночная. И продолжаем 2 лицевые, 2 изнаночных. Так, с краю у нас 2 лицевые, 3 изнаночных. 1, 2. Переснять маркер, изнаночные 3. Еще 2 лицевые и изнаночные. Теперь вот это все повторяем еще один раз. Так, 23 ряд. Снова начинаем. 4 петли резиночкой. Изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Переснять маркер. Здесь у нас последняя убавка, видите? 2 вместе изнаночных. Все, таким образом получаем 2 лицевые, 2 изнаночных и вот 2 лицевые, видите? 4-я убавка, и нам как раз мотив остался резинкой 2 на 2. Значит, выполняем резиночку 2 на 2 до последних 2 петель перед нашим центральным маркером. По центру у нас 2 лицевые, только 1 изнаночная, да, 2 петли осталось. Изнаночную прибавляем с уклоном вправо. Правой спицей подхватываем ниточку из протяжки, провязываем изнаночные за заднюю стеночку. Дальше еще 1 изнаночная, 2 лицевые, изнаночные. Прибавка изнаночной с уклоном влево. Левой спицей подхватываем ниточку из протяжки. Вот так. И изнаночной провязываем за переднюю стеночку. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночных. Продолжаете вязать до последних 2 петель перед синим маркером. Так вот, 2 лицевые. Здесь 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Поворачиваем 2 петли правыми стеночками назад, нить перед вязанием и слева направо за заднюю стенку провязываем вместе изнаночной петлей. Переснять маркер. Еще 1 изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Вот это все повторяйте еще один раз. Так, следующий 24 ряд у нас уже резиночка 2 на 2. Так, вяжем 2. Начиная с 1 изнаночной, 2 лицевые, 2 изнаночных. Вот видите, с каждой стороны маркера по изнаночной петли. 2 лицевые, 2 изнаночных, резинка 2 на 2. По центру у нас тоже 2 лицевые, 2 изнаночных, лицевая, переснять маркер, лицевая, то есть 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. Довязываем наш 24 ряд. Так, значит, сейчас у нас примерно же такая высота, что это все будет спрятано. Вот видите? Так, дальше мы должны фактически повторять последние 8 рядов. Только перед каждым повтором смещать наши маркеры убавления ближе к центру на 4 петли.
То есть у нас на дорожке с 2 изнаночных мы пропускаем 1, 2, 3, 4 петельки и ставим маркер. То есть дорожку из лицевых пропустили, в следующую дорожку из изнаночных поставили маркер ближе к центру. То же самое здесь. Забираем маркер, 2, 4 петли, поставили маркер. Вот. 2 изнаночные, 2 лицевых, в дорожку из 2 изнаночных поставили. Следующий также снять, на 4 петли ближе к центру поставить. И последний снять, на 4 петли ближе к центру поставить. Все, теперь повторяйте последние 8 рядов. Единственная разница, что здесь будет не 4 петли уже до маркера, а 8. И здесь на 1 раппорт меньше. То есть начинаем ряд по рисунку резинки, вяжем до маркера. Вот изнаночные 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые и изнаночная. Переснять маркер, 2 вместе изнаночной. То есть следующие 8 рядов, в каждом нечетном ряду здесь будет убавка 2 вместе изнаночной. По рисунку вязать сюда до центра. Здесь вы прекрасно уже знаете, как делать прибавку. По рисунку вяжем до последних 2 петель перед синим маркером. Здесь 2 вместе изнаночной за заднюю стенку. И довязываете 8 петель с другой стороны. Затем это все повторяете с той стороны. То есть все то же самое повторяется, только маркеры сместили на дорожку одну. Так, сейчас я провязала вот эту нашу схемку. Отсюда 56 рядов. Вот, плюс 8 и здесь 32 ряда резинки. Так? Вот, значит, всего убавлений 1, 2, 3, 4, 5. И для 6-го я только переставила маркер. Вот в одну, в другую сторону. Также с этой стороны. Вот так, если ровненько. Вот такая у нас сейчас шапочка. Значит, дальше, начиная с 57 ряда, мы, кроме того, что здесь снова будут прибавки, здесь убавки, там, где мы переложили маркеры, у нас будут еще убавки по сторонах. Здесь и здесь. Значит, убавлять петельку будем в каждом ряду по одной петли с краю. И также в каждом втором ряду из изнаночных петель одна дорожка. Вот, 2 вместе изнаночной, 2 вместе изнаночной. Ближе, ближе, так ближе к центру. Итак, начинаю я раппорт 57 ряда и с 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот эту изнаночную, чтобы забрать слева направо, 2 вместе лицевой. Вот так. Дальше 1 лицевая. Над дорожкой из 2 изнаночных провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Провязываем по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные. Остальные дорожки пока не трогаем. 2 лицевые, 2 изнаночные. Значит, резиночкой 2 на 2 вяжем до нашего голубенького маркера. Так, подтянуть все. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 1 изнаночная перед маркером. Переснять маркер. Так, возле маркера весь наш центр это все то же самое, что мы вязали раньше. То есть 2 вместе изнаночной. Дальше по рисунку это лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная и 1 изнаночную прибавляем с уклоном вправо. Подхватить правой спицей и провязать изнаночной за заднюю стеночку. Еще изнаночная, лицевая, переснять маркер, лицевая, изнаночная. Так, теперь здесь прибавка, извините, изнаночной с уклоном влево. Левой спицей подхватить ниточку из протяжки, изнаночной провязываем за переднюю стенку. И довязываем изнаночные 2 лицевые, то есть по рисунку, до последних 2 петель перед голубым маркером. Вот 2 петли осталось. Значит, меняем их местами, так, чтобы они были правыми стеночками назад. И слева направо за заднюю стенку провязали 2 вместе изнаночные. Переснять маркер. Так, продолжаем вязать по рисунку. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше.
Таким образом вяжем до последней дорожки из 2 изнаночных петель перед нашим розовым маркером. Так, 2 изнаночных, 2 лицевые. Вот. На этой дорожке делаем убавку. Значит, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку нужно провязать. Повернуть 2 петли правыми стеночками назад, вернуть обратно. Нить перед вязанием слева направо 2 вместе и изнаночной петлей. Тогда еще 1 лицевая, а здесь 2 вместе лицевой с уклоном влево. Переснять 2 петли, поворачивая правыми стеночками назад, вернуть обратно и провязать 2 вместе лицевой с уклоном влево. Так, переснимаем маркер. Все, что между розовыми маркерами, вы должны повторить еще 1 раз. То есть сразу же убавка с уклоном вправо. Вот видите, 2 убавки подряд. Изнаночные петли забрали мы. Теперь у нас ряд будет начинаться из 2 лицевых. На дорожке с изнаночных петель 2 вместе изнаночной и так дальше. Это все 57 ряд. Следующий 58 ряд. Петельки будем выполнять по рисунку. И одновременно в четных рядах мы тоже убавляем петельки по краям. Так в каждом ряду. Итак, начинаю я с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Переснять 2 петли, поверну правыми стеночками их назад, вернуть обратно 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот убавка влево. Дальше изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. И так дальше. Это четный ряд. Петельки выполняются по рисунку плюс убавки в начале и в конце нашей схемки. То есть вот 1 и 2, так по сторонам. Так по рисунку я довязываю до последних 2 петель перед розовым маркером. И здесь 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязываем вместе. Вот это все теперь повторяем еще 1 раз. Я переснимаю маркер и снова 2 вместе лицевой с уклоном влево. Все петельки по рисунку до последних 2 петель. В конце 58 ряда 2 последние петли провязываю также 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот. Такие убавки у нас будут в каждом ряду. Следующий 59 ряд. Снова делаю убавку по сторонам. И следующую дорожку с изнаночных петель тоже выполняется убавка. Итак, 2 вместе лицевой с уклоном влево в самом начале. Дальше 2 лицевые, 2 вместе изнаночной петлей, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнанки. Вяжем до маркера нашего голубенького. Так, вот 2 изнанки, 2 лицевые. Перед маркером 1 изнаночная, переснять маркер, 2 вместе изнаночной петлей. Дальше 2 изнаночных, 2 лицевые. Вяжем до последних 2 петель перед зеленым маркером или центральным. Так вот, изнаночные, изнаночные, прибавляем лицевую петлю с уклоном вправо. Левой спицей подхватить ниточку из протяжки и лицевой провязать за переднюю стенку. Дальше изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. Прибавляем лицевую с уклоном влево. Вот так. Дальше 2 изнаночных. Подтянуть все. 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. Вяжем до последних 2 петель перед голубым маркером. 2 вместе лицевой, изнаночные за заднюю стенку. Повернула правыми стеночками назад, нить перед вязанием. 2 вместе изнаночные за заднюю стенку провязала. Переснять маркер. Так, продолжаем вязать по рисунку. Вот лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Вот здесь дорожка 1 изнаночная, то есть на вот этой дорожке на одну ближе мы должны выполнить убавку. Так, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. Здесь еще 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот она дорожка наша. 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Поворачиваем правыми стеночками назад и возвращаем обратно. И 2 вместе изнаночные провязываем. Дальше 2 лицевые,
до последних 2 петель, то есть здесь 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Не забываем эти убавки в каждом лицевом ряду. Так, пересняли маркер, все, что между маркерами, повторяем еще один раз. То есть снова я начинаю из убавления. И так до конца ряда вяжем. Так, 60-й ряд, начинаю с 2 вместе лицевой с уклоном влево, вот в начале ряда. Дальше по рисунку лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных. И так дальше. Здесь у нас 4 изнаночных подряд. Здесь 2 лицевые, 2 изнаночных, 1 лицевая. И так вот дальше до последних 2 петель перед розовым маркером. Вы вяжете по рисунку. Так, довязываем изнаночная, лицевая, 2 петли до розового маркера осталось, 2 вместе лицевой вправо, переснять розовый маркер. Все вот это повторяем еще один раз. Вот так, 2 вместе влево и так дальше. Ряд, начиная с 2 вместе лицевой с уклоном влево, переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, 1 изнаночная, 2 лицевые. Вот следующая дорожка из 2 изнаночных, провязываем 2 вместе изнаночной петлей, 2 лицевые, 2 изнаночных, выполняем до синего маркера. Так вот, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная, переснять маркер, 2 вместе изнаночной петлей. Так, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных, выполняем до последних 2 петель перед зеленым маркером. 1 лицевая, 2 лицевую прибавляем с уклоном вправо, подхватить левой спицей и лицевой провязываем за переднюю стеночку. Есть прибавленная петля с уклоном вправо. Дальше изнаночные, 2 лицевые и изнаночные. Так, с другой стороны делаем прибавку с уклоном влево. Правой спицей подхватываем ниточку с протяжки, лицевой провязываем за заднюю стенку, еще 1 лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная, здесь 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Поворачиваю 2 петельки правыми стеночками назад и 2 вместе изнаночные за заднюю стенку провязываю, переснять маркер. Так, значит, продолжаем вязать. Изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, еще раз 2 лицевые, 2 вместе изнаночной петлей. Так, неправильно. 2 вместе изнаночной нужно провязать за заднюю стенку, то есть переснять 2 петли, повернув правыми стеночками назад, вернуть обратно нить перед вязанием. И 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Я специально так вяжу, чтобы вот здесь было тоже все красиво на изнанке. Так, довязываем 2 лицевые, изнаночные и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Теперь все, что между маркерами, повторяем еще один раз. Переснимаю маркер, 2 вместе лицевой с уклоном влево и так далее. Следующий 62 ряд, начинаю с убавки с уклоном влево, повернуть 2 петельки правыми стеночками назад, вместе провязать за заднюю стенку. Дальше все петли по рисунку, то есть лицевые вот над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Вяжем все по рисунку до последних 2 петель перед розовым маркером. Так, когда осталось 2 петельки, провязываем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Теперь вот это все повторяем еще один раз, начиная с 2 вместе лицевой с уклоном влево, затем все по рисунку, и в конце будет 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот, довязываем ряд до конца. Следующий 63 ряд, начинаем с 2 вместе лицевой с уклоном влево, дальше по рисунку лицевая, изнаночная, 2 лицевые, здесь дорожка из 2 изнаночных, провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Далее 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная, переснять маркер. Так, за маркером у нас 2 вместе изнаночной петлей, стянуть. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночных,
2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. Прибавляем изнаночную петлю с уклоном вправо. Правой спицей подхватить и провязать изнаночный за заднюю стеночку. Так, центр это изнаночные, 2 лицевые. Подтяну петельки. И изнаночная. Дальше прибавляю изнаночную с уклоном влево. Левой спицей подхватить ниточку из протяжки, провязать изнаночный за переднюю стеночку, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Поворачиваем 2 петли правыми стеночками назад. Так, ровненько нужно одеть. Нить перед вязанием и 2 вместе изнаночной петлей. Переснять маркер. Так, ну что ж, довязываем наш ряд по рисунку. Изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. Так, это у нас последняя дорожка с 2 изнаночных, то есть провязываем 2 вместе изнаночной за заднюю стеночку. Так, слева направо 2 вместе изнаночной петлей. Затем 2 лицевые, 1 изнаночная. Так, 1 лицевая и 2 вместе лицевой. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот так. Теперь вот это все повторяйте еще один раз. Так, следующий 64 ряд. Значит, здесь убавка, остальные петельки выполняются по рисунку. Итак, начинаем с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Дальше изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными до последних 2 петель. И за 2 петли до розового маркера провязываем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Теперь все это повторить еще один раз. Так, сейчас провязано 64 ряда. Первое, что мы делаем, это снова наши маркеры убавки смещаем ближе к центру на 4 петельки. Вот раз, и на 4 петельки ближе к центру 2. Смотрите, здесь мы будем продолжать делать убавку, но прибавление уже делать не будем. Это раз. И здесь продолжаем делать убавление, как раньше, плюс дорожки из 2 изнаночных тоже продолжаем убавлять. Итак, следующий у нас 65 ряд. Значит, я перешла на большие спицы, на длинные, скажем так, спицы, чтобы вытаскивать с одной стороны. Таким образом мне будет удобнее вязать. И вам рекомендую, если нет такой возможности, перейдите на чулочные спицы. Так, начинаем с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вместе провязать за заднюю стенку, стянуть. Дальше 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Здесь дорожка из 2 изнаночных провязывается 2 вместе изнаночной петлей. 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 1 изнаночная перед маркером. Переснять маркер, за маркером убавка, 2 вместе изнаночной петлей. Так, дальше лицевая, 2 изнаночных, 2 лицевые, по центру прибавки не делаем, то есть 2 изнаночных. В другую сторону, так, 1 лицевая до маркера, переснять маркер, лицевая после. 2 изнаночных, видите, ничего не прибавила. 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая. До последних 2 петель мы довязали. Поворачиваем 2 петельки правыми стеночками назад и провязываем 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Переснять маркер. Так, вяжем изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. Так, на вот этой дорожке 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Повернула 2 петли правыми стеночками назад, нить перед вязанием. 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. И 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот это все повторяйте еще один раз. Это 65 ряд.
Следующий 66 ряд вяжем по рисунку плюс убавка. Так, 2 вместе лицевой в начале нашей схемки. Вот. Дальше все по рисунку. Лицевая, изнаночная, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. По рисунку мы вяжем до последних 2 петель. Так, вот 2 петли осталось, провязываем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Есть. И теперь это все повторяем еще один раз. Так, следующий наш 67 ряд. Начинаем с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Так, вот за заднюю стенку провязали. Дальше изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые. Вот дорожка, 2 вместе изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная. Так, забираем маркер, 2 вместе изнаночные, еще 2 изнаночных, 2 лицевые, по центру 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных. Так, 2 петли перед маркером, переснимаем их, поворачивая правыми стеночками назад, вернуть обратно, нить перед вязанием, слева направо 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Так, переснять маркер. Дальше 1 изнаночная, 2 лицевые, последняя дорожка, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, поворачиваем 2 петельки правыми стенками назад и провязываем их вместе изнаночной петлей. Довязываем 2 лицевые изнаночные, 2 лицевые изнаночные и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот так. Теперь это все повторить еще один раз. Так, следующий ряд вяжем по рисунку с убавлениями. 2 петли переснимаем правыми стеночками назад, вместе провязываем за заднюю стенку. Дальше вот 2 лицевые, изнаночные, лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными до последних 2 петель. Так, вот 2 петли осталось, провязываем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Есть. И теперь это все повторяем еще один раз. Так, следующий ряд начинает с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Так, дальше 1 лицевая, изнаночная, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые. Здесь 4 изнаночных подряд. Будем вязать дважды 2 вместе изнаночные. Так, маркер забираю. Так вот, 2 вместе изнаночные, раз, и сразу же 2 вместе изнаночный, 2. Вот 2 петельки осталось у нас из изнаночных из 4. Дальше 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые. Так, с другой стороны тоже 4 изнаночных подряд. Поворачиваем первые 2 правой стеночкой назад, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, и следующие 2 так поворачиваем правой стенками назад, 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку. Вот тоже 2 изнаночных вместо 4 осталось. Дальше 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, лицевая и 2 вместе лицевой. Теперь вот это все повторите еще один раз. Вот так, видите, как все получается. Так, следующий ряд. Начинаем с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Дальше по рисунку. Изнаночные, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночных и так дальше. По рисунку вяжем до последних 2 петель перед розовым маркером. Так, в конце остается 2 петельки. Провязываю 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот так. Теперь это все повторите еще один раз. Так, вот последний, там где 2 изнаночные, делаем убавку. Значит, начинаю с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Дальше по рисунку 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые. Здесь 2 вместе изнаночной, 2 лицевые.
снова 2 вместе изнаночной, 2 лицевые, по ту сторону 2 вместе изнаночной за заднюю стенку, поворачиваю правыми стеночками назад и провязываю 2 вместе изнаночной за заднюю стенку, 2 лицевые, снова 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Все вот это повторить еще один раз. И 72 следующий ряд. 2 вместе лицевой с уклоном влево. Все петли по рисунку. Лицевая, изнаночная, 2 лицевые, изнаночные, 2 лицевые и изнаночные. Так, 2 лицевые, изнанка, 2 лицевые, изнанка. Значит, так вяжем до последних 2 петель перед розовым маркером. Так, здесь 1 лицевая и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Все теперь повторить еще один раз. В следующем ряду делаем так, чтобы избавиться от всех изнаночных петель. Сразу все мы должны убрать. Значит, начинаю с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Так, есть. Теперь, чтобы эту изнаночную забрать, вяжем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Провязали. 1 лицевая. Снова 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 1 лицевая. И снова 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот. Все изнаночные петельки я убрала до центра. Также все будет только с уклоном влево после центра. 2 вместе лицевой с уклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 3 и 2 вместе лицевой с уклоном вправо в конце. Вот это все. Повторяем еще один раз. Вот так получается. Начинаю я с 2 вместе лицевой с уклоном влево. Вот 2 вместе влево. Так, дальше лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 лицевых провязала и 2 вместе вправо. Вот так. Повторяйте все с другой стороны. Так, в следующем ряду у нас здесь уже все лицевые, убавлять то есть нечего, поэтому мы будем вязать не по 2 вместе лицевой с каждой стороны, а по 3 вместе лицевой. Итак, 1, 2, 3. 3 петли я пересняла, повернула правыми стеночками назад, все 3 возвращаю обратно и провязываю 3 вместе лицевой за заднюю стеночку. Дальше лицевыми 1, 2, 3, 4 петельки. И с другой стороны, так, немножко растянуть, вот эти крайние особенно, провязываем 3 вместе лицевой с уклоном вправо. Вот. То есть 2, 4, 6 петелек у нас всего осталось с одной стороны, и так и с другой. Все то же самое повторяем с другой стороны. Так, а в следующем ряду мы просто стянем все петли, что у нас осталось. Осталось у нас, вот видите, 6 и 6, это 12 петель. Отрезаем ниточку, оставляя небольшой хвостик. И берем иглу, желательно с толстым ушком. Так, теперь просто по порядку все петельки мы должны снять на вот эту иглу. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, еще маркеры какие-то остались. И с другой стороны 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот так. Вот 12 наших петелек. Вот. Мы должны еще раз иглой с нитью пройтись, поэтому я их не слишком затягиваю, потому что если затяну, я их уже не найду. Вот в одну сторону. И вот также в другую сторону. Так, в другую сторону когда-то затянула с этой стороны. И с этой стороны тоже вот затянула. Так. Теперь иголку с ниткой отправляем в изнаночную сторону.
Так, выворачиваем нашу шапочку. Давайте посмотрим хоть, как она выглядит у нас на изнанке. Вот видите, правильность всех наших поправок, поэтому изнанка вот тоже очень аккуратно и симметрично. Особенно симметрия у нас, потому что мы убавки делали даже на изнаночных 2 вместе за заднюю стенку. Видите, поэтому красивая симметрия с изнаночной стороны вот у нас осталась. Помните, что мастера видно по изнанке изделия. Это как в вышивке, правильно? Поэтому старайтесь, чтобы у вас тоже было все красиво. Так, остаток ниточки будем прятать между петельками. Так, несколько раз между петлями завожу иглу с нитью. Вот. Остаток обрезать. Таким же способом вот эти 2 конца прячем между петельками, отрезаем. И вот эти 2 конца. Так, и конец от наборного края. Все концы нити также обработать. Так, всего у меня на шапочку ушло 122 грамма. Ну, уже вместе с этикеткой. Давайте остаток взвесим. Около 30 грамм должно быть. Вот, идеально, 30 грамм. То есть 120 грамм уходит на вязание вот такой шапочки. Так, вот еще раз ее результат. Я получила в высоту 23 сантиметра. И если полностью высоту, то 32 сантиметра. Я надеюсь, вам понравился данный результат, как и мне. С вами была Катерина Мушин. Всех вас очень люблю. Всем до новых встреч.